Привет, друзья! Вы на канале Фактограф. Если вы считаете, что чудеса бывают только в сказках, то ученые смогут опровергнуть ваше убеждение. Современная генная инженерия заложила основу настоящих революционных открытий в области животноводства. Светящиеся в темноте коты, коровы, дающие материнское грудное молоко, козы, плетущие паутину, звучат как научная фантастика. Но они действительно существуют. Генные инженеры своими руками создали комаров-мутантов, убивающих друг друга, удобных лысых куриц, поросят, затормаживающих экологическую катастрофу. И мы сейчас вам о них расскажем. Так что садитесь поудобнее и встречайте десятку самых ярких вариантов генетически модифицированных животных. Козы-шелкопряды. Нить паука-шелкопряда – необыкновенно ценное, прочное, мягкое и податливое волокно. Из эластичной паутины изготовляют искусственные сухожилия, хирургические нити, подушки безопасности, пуленепробиваемые жилеты. Но добыть ее в необходимом количестве сложно. Паучьи фермы не работают, ведь пауки конкурируют между собой и убивают друг друга. Исследователи канадской биотехнологической компании Nexia Biotechnology нашли способ решения ситуации. Затем их дело подхватили ученые из университета Юты, что в США. Экспериментаторы ввели ген паука, отвечающий за выработку белков паутины, в ДНК козы. Таким образом, в козьем молоке начали продуцироваться протеины шелка. Чтобы получить ценную шелковую нить, с молоком проводят манипуляцию, напоминающую производство творога. Но есть пару нюансов. Далеко не у всех коз приживается ген шелкопряда, а искусственно выведенные молочные волокна на 70% менее прочные, чем паучьи. Кроме того, генно-модифицированным козам приходится бороться за первенство в области шелкопрядства с другими трансгенными организмами – червями и бактериями. Быстрорастущий лосось. Американская компания AquaBounty создала генетически модифицированного лосося, который растет в 2 раза быстрее, чем другие особи этого вида. Такого результата биотехнологи добились за счет введения в организм рыб дополнительного гормона роста. К генетическому материалу атлантического лосося были добавлены ДНК тихоокеанского лосося и одного из видов угря, стимулирующие аномальное взросление. Через год после вылупления из икры трансгенный лосось достигает 1300 граммов, в то время как обычный вырастает до 660 граммов. Генно-модифицированная рыба приобретает товарный вид в возрасте 18-24 месяцев, тогда как немодифицированная особь лишь к 30. По оценке Американской администрации контроля за продуктами и лекарствами, этот вид лососевых рыб безопасен как для окружающей среды, так и в качестве продукта питания. Организация выдала разрешение на продажу трансгенной рыбы. AquaBounty уверяют, что вкус, запах, цвет генно-модифицированного продукта не изменился. И так как в США не требуют маркировку ГМО-товаров, то потребители могут и не знать, что покупают трансгенную рыбу. Светящиеся кошки. Этот эксперимент был проведен не с целью позабавиться с необычными мерцающими котами, а чтобы помочь ученым найти способы борьбы с вирусом иммунодефицита диких кошек. В 2007 году команда южнокорейских ученых добавила в ДНК турецкой ангоры ген красного флуоресцентного белка. Кошки светились только в темноте, а в остальное время суток выглядели вполне обычно и чувствовали себя прекрасно. Уже в 2011 году ученые медицинского колледжа клиники Майо в США смогли получить кошек, мерцающих зеленым цветом. Они внедрили котятам ген обезьян, продуцирующий антивирусный белок и блокирующий вирус иммунодефицита. Чтобы отслеживать подсаженный ген, ученые пометили его флуоресцентным белком медузы зеленого цвета. Так как кошки имеют несколько общих с человеком заболеваний, то эти медицинские опыты могут помочь найти терапию как от кошачьего, так и от человеческого СПИДа. Кроме того, это дает возможность искусственно изучить другие генетические болезни человека. Корова, дающая человеческое молоко. Группе генных инженеров из Китая удалось модифицировать зародыши коров породы Гольштейн. Экспериментаторы добавили гены грудного молока в ДНК клонированных эмбрионов скотов и подсадили их суррогатным коровам.
Внешне животные никак не изменились. Но когда у трансгенных коров начался период лактации, то их молоко имело в своем составе человеческие белки – лактоферин, лактальбумин, HLZ и другие. Эти ферменты являются иммуностимулирующими и способны защитить новорожденных от бактериальных инфекций. Кроме того, ученые повысили уровень жира и твердых веществ в полученном молоке, а его вкусовые качества максимально приблизили к материнскому грудному молоку. Обычное коровье молоко плохо усваивается младенцами. Многие матери вынуждены кормить детей искусственными смесями, которые не покрывают потребности растущего организма. Исследователи считают, что ГМО-молоко сможет решить эту проблему, и в скором времени подобный продукт можно будет приобрести в обычных продовольственных магазинах. Комары-мутанты. Британская биотехническая компания Oxitec провела в США испытания генетически модифицированных комаров. Эксперимент основан на работе с одним видом насекомых – Aedes aegypti. Эти комары являются переносчиками таких опасных заболеваний, как вирус Зика, лихорадка Денге, желтая лихорадка и других болезней. Поскольку только самки комаров кусаются и переносят заболевания, ученые добавили в ДНК самцов так называемый самоограничивающийся ген. После спаривания геномодифицированных комаров с дикими самками их общее потомство женского пола гибнет еще на стадии личинок. Выжившие комарята мужского пола наследуют гены отцов и летят спариваться с новыми самками, передавая убийственный ген новому потомству. По расчетам ученых, должно смениться 10 поколений, чтобы все самки вида Aedes aegypti вымерли, и самцам не было бы с кем спариваться. Другие виды комаров измененный ген не убивает. Уничтожение Aedes aegypti не несет вреда экосистеме, так как они занимают лишь 4% от популяции комаров в природе. А после первого удачного эксперимента появилось много желающих разместить контейнеры с трансгенными насекомыми на своей территории. Голые курицы. В 2011 году израильские специалисты закончили 25-летнюю работу по выведению ранее невиданных куриц. В результате скрещения бройлеров и цыплят породы галашейная появились птицы, полностью лишенные оперения. Этот эксперимент должен решить проблему гибели пернатых кур от перегрева из-за жаркого климата Израиля. Кроме того, эти птицы являются экологически чистыми, выносливыми и обладают хорошим иммунитетом. Голые цыплята значительно облегчают жизнь фермерам, так как не нужно тратить время на выщипывание перьев. А при выращивании этих куриц потребляется значительно меньше энергии, ведь не нужно охлаждать фермы. Но у гибридных птиц есть несколько серьезных недостатков. Природа наделила кур перьями для защиты паразитов, укусов насекомых, аномальных погодных условий. Без защитного слоя оперения трансгенные птицы могут получить солнечные ожоги или механические повреждения кожи. Петухи не могут нормально участвовать в процессе спаривания, а самки полностью лишены инстинкта насиживания яиц. Экологическая свинья. Оказывается, безобидные на вид домашние свиньи являются вредителями окружающей среды. Отходы жизнедеятельности животных содержат много фосфора, который просачивается сквозь почву в подземные течения, а затем попадает в водоемы. Фосфор способствует повышенному росту цветущих водорослей. Токсины растений отравляют воду и уничтожают водных жителей. Исследователи из канадского университета Гуэльфа создали новый вид трансгенных экологически чистых свиней. В эмбрион традиционной йоркширской породы ученые ввели симбиоз генов мыши и кишечной палочки. Выведенные животные получили фермент, способный расщепить фитиновую кислоту, содержащуюся в составе кормов. Фитиновая кислота – это соединение фосфора, которое в организме обычных свиней не расщепляется. Новые генетически трансформированные свиньи стали значительно лучше перерабатывать и усваивать фосфор. Количество вредного вещества в навозе снизилось на 70%, а это, в свою очередь, помогает уменьшить проблему цветущих водорослей. Glowfish. Это запатентованный коммерческий бренд генетически модифицированных флуоресцирующих аквариумных рыбок. Особенностью этих водных созданий является способность светиться очень яркими и кислотными цветами. В ультрафиолетовых лучах или в синем цвете Glowfish буквально вспыхивают, как будто гирлянды на елке.
Первые флуоресцирующие рыбы были созданы тайванскими учеными еще в 1999 году. Исследователи добавили в ДНК аквариумных животных ген тихоокеанской медузы, отвечающий за синтез флуоресцентного белка и излучающий зеленый свет. Особи, получившие ДНК морского коралла, начали излучать красный цвет. А рыбы, которым был вживлен ген и коралла, и медузы, стали желтыми. Позже появились и другие окрасы. Изначально glowfish создавались для научных целей. Их свечение помогало бы обнаруживать наличие загрязняющих веществ в водоемах. Но трансгенные рыбки произвели настоящий фурор в декоративной аквариумистике и стали успешно продаваться по всему миру. Эти водные обитатели непривередливы в уходе, миролюбивы, не опасны и прекрасно дополняют любой интерьер. Супермускулистая корова. Нет, это не фотошоп и не перекачанные стероидами животные. Бельгийская голубая корова – это пример удачной генетической модификации. Во второй половине 20 века исследователи путем селекции добились изменений на генетическом уровне. Ученые целенаправленно отбирали особей с дефектным геном миостатина, который останавливает рост мышц у обычных животных. Генные инженеры не изменяли ДНК путем пробирочных экспериментов, а лишь помогли сохранить естественную мутацию. Благодаря этому мышцы бельгийских коров растут на протяжении всей жизни. Рогатые животные достигают поразительных объемов. Взрослые самцы весят до 1,5 тонн. Несмотря на грозный вид, эти животные обладают покладистым характером. Бельгийцы пользуются спросом за счет отличных характеристик. Мясо вкусное, нежное и практически лишено жира, а молоко высокого качества, как и у молочных пород. Бельгийская голубая корова считается самой перспективной породой для разведения и выращивания. Белый тигр Кенни. Это единственный в мире умственно отсталый тигр. Его деформированную мордочку часто можно встретить в сети. Особенным он родился из-за бесконтрольного скрещивания бенгальских тигров. Таким образом, зоологи пытались создать новых особей белого окраса, которые находятся на грани вымирания. Ведь белый тигр – это не отдельный вид, а аномалия, возникшая из-за спаривания кровных родственников. Белый окрас встречается в дикой природе у одной особи из 10 тысяч. Детеныш с белой шкурой может родиться только у 2 бенгальских тигров с рецессивным геном пигмента. У всех светлых тигров, живущих в неволе, один отец. Тигр, пойманный в Индии в 50-х годах прошлого века. За 70 лет генофонд белых хищников существенно обеднел. Детеныши все чаще рождаются с дефектами, пониженной активностью и короткой продолжительностью жизни. Кенни прожил 10 лет. Это в половину меньше видовой нормы, но значительно больше, чем многие его братья и сестры. Это была десятка самых необычных генно-модифицированных организмов. Приветствуете ли вы подобные ГМО-эксперименты с животными? Согласились бы вы питаться трансгенной рыбой или давать своему ребенку молоко генетически модифицированных коров? Делитесь своим мнением в комментариях.